Здравствуйте! Первый фильм «Путешествие» был про Махачкалу с ее жителями, улочками, памятниками, зданиями и Каспийским морем. Сегодня мы едем в горы и увидим самый глубокий в Европе каньон. Это Сулакский каньон. Он также входит в пятерку самых глубоких каньонов во всем мире. Просто вам нежелательно подходить, потому что вы-то не знаете, он-то меня знает уже. Ну понятно. Из-за этого, да. Вон, видишь, я... Прикормленный. Как вкусно? Да? Как яблочко, вкусно? Обалдеть. И это мать. А есть сын, я не знаю, куда сына делать. А как? А кто за ним ухаживает? А? А кто за ним ухаживает? Вот так вот и ухаживают за ним, Он а как ты раньше думал? там закрытый. Они сейчас его переселили сюда. Видишь, только даже не встал. Красава. Это же охранник садов, да? Сады охраняет. Красивый. Здорово. Вот это у вас прям местная достопримечательность получается, да? Сереж, водитель отдыхает сейчас чуть-чуть, а потом на нем едем в горы. Черкейское водохранилище. На дне Черкейского водохранилища затоплен одноименный, очень древний аул вместе с домами, дворами, садами и водопадами. Это была обычная практика тех лет. При планировании водохранилищ территории затапливались, а люди переселялись в другие места. В данном случае аул перенесли на соседнее плато. Был в этом месте и еще один поселок под названием Дружба. Его также затопили, а жителей переселили в Дубки. Черкейское водохранилище довольно глубокое, более 220 метров, и широкое, около 5 километров. Рыба в Сулакском каньоне водится разнообразная. Караси, окуни, сазаны, иногда попадается даже форель, что говорит о небывалой чистоте здешних вод. Это все зависит от глубины, Алексей. Она до того чистая, вот здесь, видите, она зеленоватая, а там береза получается. Чем глубже, чище вода, она дает. Это просто чистота воды. Черкейская ГЭС на Сулакском каньоне – одна из самых больших и мощных гидроэлектростанций Северного Кавказа. Расположена она на реке Сулак и точно так же поражает свое воображение габаритами, как и сам каньон. А если учесть, что данный регион весьма сейсмоопасен, то построить в ущелье настолько масштабный объект было одновременно и безрассудством, и геройством. Высота бетонной плиты более 230 метров, а длина около 330 метров. С одной стороны дамбы находится Сулакский каньон, а с другой – огромное водохранилище. По верху плотины проходит автомобильная дорога,
шириной всего 6 метров. В начале апреля ледники начнут таять. Эта вода уйдет огромная туда. Вы знаете, еще на пару сотен метров она уйдет. Но глубина уходит 59 метров, ребята. Заборы стоят, так устроено. Ниже 59 метров она не опускается. Нужно повыше. Но здесь ширина, будем говорить, плотины всего 300 метров. И здесь установлено 4. Арочного типа, и она держит такую огромную водохранилище. У нас Малый Сувальский каньон. Он находится между Черкизской гидроэлектростанцией и Неотлинской. Да, вы прям... Ну как же тебе рассказать, что такое гора? Гора — это небо, покрытое камнем и снегом. А в небе мороз неземной, неземная жара. И ветер такой, что нигде кроме неба и не был. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Гора — это прежде всего, понимаешь, друзья, с которыми вместе по трудной дороге шагаешь. Гора — это мудрая лекция, вечность и я. Гора — это думы мои о тебе, дорогая. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причины. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. В палатке Памирки моей зажигалась свеча, как будто звезда загоралась на небе высоком. И слабая нота, рожденная блеском луча, надеюсь, к тебе долетала, хоть это далеко. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина. Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины. А мы чуть повыше, чем эти вершины. Вот так и ложится на сердце гора за горой, их радость и тяжесть, повенчанные высотой. Мы снова уходим, хоть нам и не сладко порой. Уж лучше тяжелое сердце, чем сердце пустое. Ищите, ищите мой голос в эфире, немного охрипший, на то есть причина.
Ведь наши помирки стоят на Памире, а мы чуть повыше, чем эти вершины, а мы чуть повыше, чем эти вершины. Что же такое каньон? Каньон – это глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом речки. Каньон образовывается в результате выветривания и эрозивной активности реки. В ущелье, в отличие от каньона, дно не полностью занято рекой, и часть дна часто занимает лес. В суету городов и в потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал. Горы! Доброе утро! Мы еще вернемся! Ждите! А это у нас, ребята, поселок энергетиков. Когда строилась великая вот эта комсомольская стройка, Черкесская гидроэлектростанция,
Упало, что? Вон там упало что-то. Да. Вот. Льдина, наверное, где-то. Обалдеть. Но вы знаете, чем больше здесь стоишь, конечно, может, я очень, так сказать, ну, привыкаешь к камням. Конечно, да. И когда... Начинаешь дружить с Да, ними. Да. а сейчас уже раз. Уже дружишь с ними. Да, тогда. я не ушел, я прям подойду прям как смело к этому к каньону, да, ну так уже тык-тык-тык-тык-тык. Уже все. Ну поехали, мы не выйдем тогда уже этого. Пусть сидит. Так, это самолет. Самолет, да? Самолет. Ну это да. Вообще, это привычка. Да, но старики не едут, конечно. У меня на работе мы пишем лозунги. Ну, такие смешные для работы. И у меня такой есть лозунг, там напишем, на дверях напишем. Как мы делаем быстро и плохо, а хуже не умеем. Да, это чумовой лозунг. А хуже не умеем. Еще у нас один есть лозунг. Заказчик плачет, но берет. А этот у нас самый... Никуда не денется. Да. Вот это у нас самый... Мы делаем быстро и плохо, а хуже не умеем. Вот она, поет птичка. Ты нам дорог. Вот это дубки, да? Да. Древний аул Зубутли. Древний аул Зубутли – это крохотное селение, располагается на левобережье Сулака, а с поселком гидростроителей Дубками его связывает горная грунтовка. В ауле обитает около 1000 человек. Здесь живут аварцы, именно они населяют деревеньку. История аула удивительна. В 1970 году он был полностью разрушен страшным землетрясением. Но прошло время, и живописный населенный пункт был восстановлен в нем. Гранд Каньон, вы имеете, он длиннее просто. Да, это 54 километра, но глубина здесь 1940. Да. А Гранд Каньон это 1800 метров, а протяженность 400 километров. да. И вот за счет этой разницы, да. А это, да, он глубже. И Гранд Каньон, он практически сухой. Там... Нет, ну все люди как люди. Алексей Рудольфович, ну с утра, ну нельзя же коньяк. Ну ты же вечером только нализался, литр выпил Вы его Хеннесси. называете коньяк, мы его называем горный кофе. Понимаете?
принципе, напиток один и тот же, но совершенно по-другому звучит. А в горах пьянит! Воздух и кофе. Спасибо. На счастье! Снег летит, как нечистая, улыбнусь, и снег растает, потому что я влюблен. Дни мои легкие, беспечные, судьба ко мне сердечна, потому что я влюблен. Кочка кажется горою, ручеек большой рекою, потому что я влюблен. И поляна маков красных весела, как детский праздник, потому что я влюблен. Потому что я Не придет за летом осень, конь меня с седла не сбросит, потому что я влюблен. Не сгорю в огне кромешном, не пойду в году, конечно, потому что я влюблен. Не иду к тебе, лечу я, под собою ног не чуя, потому что я влюблен. И дожди мне словно росы, не вручит мне старость посох, потому что я влюблен. Потому что я Орел – это один из символов Дагестана. На гербе Республики Дагестан в центральной части изображен золотой орел. Над ним помещено изображение золотого солнца в виде диска, окаймленного орнаментом. У основания герба расположено бело-золотого цвета снежные вершины гор, равнина, море и внизу рукопожатие. Давайте послушаем одного из виднейших сынов Дагестана, Расула Гамзатова, о происхождении человека в Дагестане. Отрывок из книги «Мой Дагестан» читает Армен Джигарханян. Откуда появился человек в Дагестане? Как возник? Где начало? Где корень своеобразного племени горцев? Много об этом существует рассказов, сказок, легенд. Одну из них я слышал в детстве. На земле уже водились разные звери и птицы, и были на земле их следы, но не было следа человека. Слышались разные голоса, но не слышно было человеческого голоса. Земля без человека походила на рот без языка, на грудь без сердца. В небе над этой землей летали орлы, сильные и отважные птицы. В тот день, о котором идет речь, шел такой снег, словно ощипали всех птиц на свете и перья их пустили по ветру. Небо закрыло тучами, землю закрыло снегом,
Все смешалось, и нельзя было понять, где земля и где небо. В это время возвращался к своему гнезду орел, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу. Он ли забыл о высоте, высота ли забыла о нем, только со всего лета он врезался в твердую скалу. Не первый орел упал, наверное, на скалу и разбился, но этот, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу, разбился не до смерти. Крылья переломались, но сердце билось. Уцелел острый клюв, уцелели железные когти. Трудно было без крыльев добывать пищу, обороняться, подниматься на высоту, строить гнездо. Во время всех этих трудных дел мышцы орла изменились, стал меняться и внешний облик. И когда гнездо было построено, оно оказалось саклей. Сам бескрылый орел оказался горцем. И встал он на ноги, и вместо сломанных крыльев у него выросли руки. Одна половина клюва превратилась в обыкновенный, большой, правда, нос, а вторая половина в кинжал, висящий у горца на поясе. Только сердце не изменилось. Оно осталось прежним, орлиным сердцем. Ветер огромный, тут такой выбывает, кто-то вверх. Ну, не скажу, что совсем. Сейчас, наверное, градусов 6-7 градусов. А летом 15-18 градусов. Да. Да, я говорю, ну делать. Вау. Сереня, Молодец, он позирует. Это отель. Крепость называется, да. зайдет. Красиво. Это отель крепость. Тут Небольшой, есть. да? Ну да, здесь у нас, вы знаете, там люди останавливаются, но очень мало, там делать нечего. Блин. Давай, да. Ну из-за этого инфраструктура, ну приехать один раз покататься, переспать и все. Там есть у нас так называемый надводный дом. А баранов пасти 20 кому? тысяч, блядь, в сутки. Ну туда крутые, туда приезжают, ну там на той лагуне, за тем поворотом стоит. За 20 тысяч я могу в Москве с двумя переспать. Ты про что? Да ладно, мы шутки эти знаем, блин. Ну, мы слышали ваши тоже шутки. Я помню тот край окрыленный, там горы веселой толпой сходились у речки зеленой, как будто бы на водопой. Я помню Баксана просторы,
вершины в снегу золотом. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Здесь часто с тоской небывалой я думал, мечтал о тебе. Туманы ползли с перевалов навстречу неясной судьбе. Звенели гитар переборы, и слушали их под окном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Пусть речка шумит на закатах и блещет зеленой волной, уходишь ты вечно куда-то, а горы повсюду со мной. Тебя я увижу не скоро, но счастлив я только в одном. Ой, горы, ой, синие горы, вершины, покрытые льдом, вершины, покрытые льдом. Леш, смотри, какой они делают круг. Видишь, они втроем кружатся. Как танец такой. Пенсионное удостоверение есть? И посадила меня. Так что... О, смотри, правда, еще двое подтянулось. Ух ты, ребят, смотрите там. Леша, трави дальше. Хороший рассказ, да? Поднимается. Вообще сразу столько, да? Вообще просто. Еще трое сейчас. Это вообще поднимается. здорово. Ребята, ну вы красавцы. Они прям по кругу, да? Салам алейкум, небеса высокие, творение великое. Кавказских народов такой танец у чеченцев и еще у других народов. Салам алейкум, Да. счастьем окрыленные, Чеченцы, помните, вот так же? людские благородные сердца. Салам алейкум, братьям, сын Бушети, салам тебе, Таулу и Карача. Адыгский край, краю родном, любимом, воздух чистый, орлы летают тихо в небеса. Мой гордый край и родину родную, ты сбереги огонь, мой Аллах.
Ну. Обалдеть, ребята. Слушай, ну вау, это не впечатляет. Горы! И улетел. Так. Хоп! Хорошо поел? Отлично! О, Ребята, спасибо. еще раз отлично. Опа! Все, хватай! Ой, 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 все. Где хинкал? Вот он хинкал. Где деньги? Вот они деньги, ура! Кидай деньги, будем выпускать. Да мы сами можем, что вы думаете, мы не можем, что ли, по старости-то? Что, коленки не сгибаются, да? О! Не, Серег, я дальше отойду, Серег. Да отойди. Хорош. Ну, да. О! А все, поехали. Через собой за сколько приехать? Пусть катается. Не, стоп. Нет, стоп. Нам все известно. Значит, смотри, 100 рублей за поездку, на обратном пути едем. Не в том, собираешь деньги на обед. Месье, Желеман потом сижу. Завещание сделаю. Так, пиши. Бери тетрадку, пиши. Не. Я помню, когда были в детстве, да? Как ведь останавливаться. В противоположную сторону ноги, да, кидаешь. Вот так вот как-то вот. Наоборот, кидаешь ноги. Раскачиваете, да. Они в одну сторону просто должны быть и все. Да? Да. Нет, не раскачивать, наоборот. Да, если вы вниз, вверх их поднимаете, вы уже раскачиваетесь. А, я понял, все. Вы сидите, пока не остановитесь. Да. Да, вот, Леша, я жалею, что когда мы ехали в Степан-Цминду, вот мы так не снимали, потому что там был такой эпизод, что до перевала был жуткий ливень, и вообще не было ничего видно. Там такая обалденная мозаичная арка дружбы народов, огромная, большая. Вообще ничего не видно было, там, не знаю, в 2 метрах. И только за перевал переехали, солнце ярчайшее. То есть такой вот эпизод, Такой конечно. контраст, да. Да. Это тоже дубки, видите, ребята, Да, еще листья остались дубовые. А это вот перед нами как раз река Сулак, видите, образуется. И вот она уходит туда дальше. Да, конечно, своя ребята, красота. да, все это по-разному. И так, и так. Да. А вы потом музыку наложите, да, Сергей? Да, я вам скину страничку, будет там время. Посмотрите У последнее вас видео. Инстаграм? Не, а я прям YouTube на канале YouTube делаю. Ага. Не знаю, ну я... Опять когда-нибудь закроется, это круговорот такой. Не, я так делаю для себя, просто чтобы вот, ну, самому, говорю, не забывать. Во многих местах, где бываешь, просто забываешь уже. Людей я, конечно, кружу. Я беру деньги у своих гостей. Подхожу всегда, без очереди дают. Стою часами. А я рад.
Новозубутли. Село Новозубутли основано в 2014 году. Образовано как базовый поселок строителей Миатлинской ГЭС под названием Пионерный. Официального статуса не имел. В 2014 году присвоено название Новозубутли. Село расположено на правом берегу реки Сулак, у нижнего бьефа Миатлинской ГЭС. Напротив находится село Миатли. Сейчас в часике можно покататься, это у нас там организуют поездки. Идем. Это мы идем к пещерам. Миатлинская ГЭС. Миатлинская гидроэлектростанция на реке Сулак входит в состав Сулакского каскада гидроэлектростанции. Является контррегулятором крупнейшего в каскаде Черкейского ГЭС. Миатлинская ГЭС является одной из 3 гидроэлектростанций России с арочными плотинами, наряду с Черкейской и Гунипской ГЭС. Высота бетонной арочной плотины составляет около 87 метров, а длина по гребню 179 метров. Установленная мощность электростанции 220 мегаватт, а проектная среднегодовая выработка электроэнергии 690 миллионов киловатт-час. И тоже орлы летают. Или мне это кажется? Нет, ничего. Тоже видите, какой огромный разгон. Да. Тоже благодарим все это. Угу. А как переводится еще раз? Пещера. А, Нихё это по-варски пещера. Вот здесь кто уже живет примерно? с каменного века. Понятно. Золото находили? Доллары были. Это мы их изобрели. Понятно.
Древние пещерные люди. Первые доллары в мире. Золото это такое, понимаете, это же металл. Бумага, вот сила. Там, говорят, тупичок. Не, ну буквально там это до Дубков дойдете, до поселка, и там тупичок. Фига себе тупичок. Заливает? 42 километра. А потом начинается магма. Слышишь, чувствуешь, как теплее становится? Да. Ну вот, я говорю, 42 километра и дальше ад. Магма. О, да это же царская. Царский стул, трон. В пещере горного короля. Эдвард Грик. Пергюнд. Ну, это трон горного короля.
Большой Сулакский каньон – природная жемчужина Дагестана. Это ущелье самое глубокое в Европе и одно из наиболее впечатляющих на планете. И входит в пятерку самых глубоких ущелий во всем мире. Высота Сулакского каньона, или по-другому максимальная глубина Сулакского каньона, составляет 1920 метров. И это более чем на 60 метров глубже достопримечательности на плато Колорадо, называемой Гранд Каньоном. Не говоря уже о Черногорском ущелье реки Тары. Дагестанское чудо на целых 600 метров обошло европейскую достопримечательность. Протяженность Сулакского каньона составляет 53 километра, а у Гранд Каньона в США 446 километров. То есть, если сравнивать Сулакский каньон с Гранд Каньоном, то дагестанский глубже, но не такой протяженный, как американский. Расположен Сулакский каньон в центральной части Дагестана, в долине реки Сулак. Рядом расположен поселок городского типа Дубки с населением около 5500 человек. Ближайший и единственный крупный город с авиасообщением – это Махачкала. Находится она в 55 километрах к востоку по прямой, а расстояние по автомобильной дороге составит около 100 километров. Расстояние от Дербента до Сулакского каньона составляет 226 километров по самому короткому пути. Каньон назван именем реки, которая здесь течет. Название реки Сулак в переводе означает «овечьи воды». Водоем довольно протяженный. Его длина почти 170 километров. Исток реки находится в объятиях Сулакского каньона, а точнее на Гемринском хребте. Она же тянется через поселок Дубки и далее впадает в само Каспийское море. Строго говоря, ущелье реки состоит из 3 каньонов – Сулакского, а также Мятлинского и Черкейского. Однако их упоминают редко, используя собирательное наименование «Главный Сулакский каньон». Остальные ущелья следуют за ним. Основной фрагмент горного разлома самый большой. Длина Сулакского каньона в этой части составляет 18 километров. Водоем веками пробивал себе путь сквозь толщу гор. К счастью, местные породы из песчаника, поэтому кропотливая работа реки увенчалась успехом. Результатом уже много десятилетий любуются люди, добирающиеся сюда. Мы видим величественные террасы и обрывистые уступы ущелья, которые завораживают и не дают оторвать взгляд. Дагестанский Сулакский каньон очень древний. Археологи в разное время, исследуя отложения, из которых состоит ущелье, обнаружили слои, относящиеся к третичному, меловому и юрскому периодам. В грунтах ученые находят окаменелости давно вымерших животных и растений. Его звали? Андрей. Звали?
Почему же Сулакский каньон бирюзового цвета? Дело в том, что происхождение реки Сулак ледниковое, как и у многих горных рек. Поэтому такой насыщенный и прекрасный цвет водоемы дают частицы известняка и голубой глины, стекающей с гор во время таяния наледей. Как бы то ни было, вода в Сулакском каньоне всегда удивляет и привлекает внимание путешественников. Еще один интересный факт о Сулакском каньоне состоит в том, что появился он не благодаря тектонической деятельности плит, хотя это было бы и неудивительно в горном регионе, а стало результатом многовековой работы полноводной реки. Селение Старой Миатли находится на берегу реки Сулак и расположено у подножия горы Салатао, у выхода реки Сулак из каньона между хребтами Большой и Малый Хадум. Название села произошло от тюркского «мин-атлы», что в переводе означает «1000 всадников». По преданию старожилов, название произошло во время набегов татаро-монгольских полчищ на низменный Дагестан, когда против них выступало 1000 вооруженных всадников. Вихри радостной лезгинки, гордый танец кружит нас. Море счастья и улыбки — это Северный Кавказ. Эти цепи гор могучих, эти реки и поля. Нет на свете места лучше, чем Кавказская земля. Синее небо, щедрое солнце, скала гуляют родники. Крепче народа в руки сожмутся, дружбою этой населены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Искрометные реплетинки зажигают им души. Черноглазые осенинки и чеченки хороши. Танцы кружат кабардинцы, стройный гордо держат стан. А ночами снова снится милый сердцу Дагестан. Синее небо, щедрое солнце, скала гуляют родники. Крепче народа в руки сожмутся, дружбою этой населены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Светом нас благословляет полумесяц и звезда. Нашу дружбу укрепляет не на день, а на века. А за честь его народа наши парни постоят. Для любви, для свободы землю предков защитят. Синее небо, щедрое солнце, скала гуляют родники. Крепче народа в руки сожмутся, дружбою этой населены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ. Синее небо, щедрое солнце, скала гуляют родники. Крепче народа в руки сожмутся, дружбою этой населены. Гостеприимный край благодатный, ты расцветаешь добрый час. Самый родной и самый желанный, гордость России, мой Кавказ.
приходите.